вышел. На этот раз присоединилась моя супруга Алена. За один день 2 трофея. Очень круто. Узбекистан. Это государство занимает важное место в регионе благодаря своей стратегической географии, богатым природным ресурсам и динамично развивающейся экономике. Узбекистан – культурный центр Средней Азии с богатой историей, многовековыми традициями и обычаями. В этой стране можно найти огромное количество памятников прошлого, включая знаменитый город Самарканд, один из древнейших городов мира. Узбекистан – невероятно красивая страна, которая славится своей удивительной природой и неповторимыми горными пейзажами. Жемчужины этих гор – Бухарский Мархур и Бухарский Уриал. Не так давно эти виды находились под угрозой исчезновения. Сейчас их популяции успешно восстанавливаются благодаря легальной природосберегающей охоте. Трофейный охотник Сергей Мазуркевич отправляется в Узбекистан. Здесь, в компании своей супруги, он станет участником одной из самых эксклюзивных природосберегающих охот. Новый горный охотник. Посмотрим, насколько фартовый. Хороший мархур есть. Очень круто, и я готова на 3-й трофей, но темнеет. Еще 4 года назад здесь не было ни травы, ни животных диких. 3 дня, надеемся, мы положимся. Трофейная охота в Узбекистане. Это первый мархур мой. Надо ответственно подойти. Плюс ветер. А наш. Часть 1. Бухарский Мархур. Мархур является одним из самых выразительных примеров роли трофейной охоты в сохранении и приумножении редких видов животных. В Пакистане с помощью трофейной охоты удалось восстановить популяцию редкого сулейманского мархура, который находился на грани исчезновения из-за нерегулируемой охоты и вырубки лесов. В 1985 году был запущен проект сохранения, который предусматривал ограниченную выдачу лицензий на добычу мархуров с распределением вырученных средств на благо местного сообщества и правительства. Стоимость одной лицензии на добычу старого трофейного самца составляла около $60 тысяч США. Средства шли на строительство дорог, школ, больниц и материальную поддержку населения. В результате местные жители не только прекратили охоту на диких копытных ради мяса, но и организовали борьбу с браконьерами. Благодаря систематической трофейной охоте, начиная с 1986 года, популяция сулейманских мархуров увеличилась со 100 голов до более 3500 особей. Использование трофейной охоты в качестве инструмента сохранения диких животных стало успешным примером, который был признан природоохранными организациями и был тиражирован в других регионах и странах, в том числе в Узбекистане. Уважаемые любители трофейной охоты, природосберегающей охоты, мы прибыли в Узбекистан. 5 декабря 2022 года в Ташкенте случился сильнейший снегопад. И знакомство с городом происходило в несвойственном для него антураже. Узбекистан населен удивительно гостеприимными людьми, которые с гордостью сохраняют национальную культуру. Язык, как вы уже говорите, у нас 2 группы. Это тюркоязычные и иноевропейцы. То есть, как вы знаете сейчас, это иранцы, это таджики, они разговаривают на индоевропейском языке. Где-то приблизительно 17% населения Узбекистана разговаривает на индоевропейском языке. И Сурхандарья, Самарканд, Бухара и восточная, это Ферганская долина, часть. Многие разговаривают до сих пор на таджикском. Быту разговаривают на таджикском. Это разные группы. Узбеки таджиков друг друга не поймут. Архитектура Узбекистана – это многообразие стилей и направлений, сложившееся за многие века благодаря влиянию самых различных культур и традиций. В ней сочетаются элементы древней среднеазиатской, персидской, турецкой, монгольской, русской и европейской архитектуры. Уникальные зодческие решения, использование керамики и орнаментной росписи – все это делает архитектуру Узбекистана узнаваемой и оригинальной. Издалека можно узнать сразу же узбека, он таких вот тюбетейках головных уборов. Да? Как можно узнать, например, у человека родители живы, сколько у него детей, он женатый, опять смотря на головной убор. Увидели, например, вот такие вот точечки над вот, огурчиками, да? А это вот родители уже в небесах, сирота, мужчина.
Национальный костюм узбеков также является одним из самых узнаваемых в мире. А узбекская кухня представляет собой уникальное сочетание вкусов и ароматов восточных и западных кулинарных традиций. Основной религией Узбекистана является ислам, который пронизывает все аспекты жизни страны и ее культуры. Также в Узбекистане живут представители других религий, включая православие, католичество, буддизм и иудаизм. Почему алкоголь запрещается? Потому что, когда ты употребляешь алкоголь, микробиология разрушается очень сильно. Это суицид. То есть в любой религии суицид – это грех. Узбекистан является одной из немногих стран в регионе, где разные религии сосуществуют бок о бок, не вызывая конфликтов или напряженности. В Ташкенте команду встречает владелец охотхозяйства Бехрус Абдушукуров. Он лично доставит участников охоты к месту ее проведения. До горного поселка Хаттак предстоит двигаться на автомобиле около 800 километров. Дорога заняла 10 часов на автомобиле. Была мысль взять вертолет, но из-за туманов на двух перевалах это было бы невозможно. Естественно, выдвинулись из-за погодных условий на автомобиль. Охота будет проходить в Сурхандарьинской области, на самом юге Узбекистана. В 63 километрах южнее – Афганистан, в 100 километрах восточнее – Таджикистан. Ну а граница с Туркменистаном всего в 15 километрах западнее. Команда прибывает на место с наступлением темноты. Прибыли. Сейчас восточный ужин. По программе мы должны поужинать, разложить после этого вещи, подготовиться к завтраку. На этот раз в нашу команду присоединилась моя супруга Алена, которая тоже будет принимать участие в природосберегающей охоте. Так как она прониклась, поняла, что животный мир должен кто-то его оберегать, кто-то его должен охранять, создавать условия для развития популяции того или иного подвида. От базы, минут 20, наверное. Идти далеко и долго придется. Идти нет? Нет, я не брался, долго ходить было. А вы тоже пойдете? Да, конечно. Это, Я столько сейчас ехала с вами 10 часов. Зря, что ли? Завтра выдвигаемся по ареалу обитания Мархура. Будем наблюдать, определять трофейные качества и изымать. Если нам повезет, это произойдет завтра или послезавтра, или послезавтра. У нас на все про все выделено 3 дня. Надеемся, мы за этот срок уложимся. Хороший Мархур вызвались. Нам нужно подняться на вот этот холм. Ранним утром команда выезжает на пристрелку. Поскольку время позволяет, проверить оружие в новых условиях будет не лишним. На эту охоту Сергей взял с собой свою надежную и проверенную временем винтовку калибра 338 Лапуа Магнум. Опыт показывает, что это оптимальный калибр для дальних дистанций в сложных горных условиях. В этот раз пристрелка будет проводиться только на 100 метров. Сколько? Пусть идет, он от камня может отлететь с полу. Первый выстрел ушел на 2 сантиметра влево, второй на сантиметр, а третий уже лег ровненько в центр. Ну, это обычное дело после хорошей чистки, смещения по этому стволу. Сантиметра на 2, это всегда стабильно. На сколько метров это? Дальше видно будет. То есть это первый выстрел, смещение влево, как обычно. Второй и третий положил уже. Точно, да. Да. Это оно всегда так. Масло раздирает, идет трение, и она становится на место.
Охотничье хозяйство у нас расположено в Сурхандарьинской области, на границе прям с Туркменистаном. Самый юг Узбекистана получается. Площадь около 2000 гектар. Здесь у нас работает 10 охранников, егерей, которые ежедневно делают обходы хозяйства, охраняют, мониторят животных, занимаются биотехническими мероприятиями, где-то водопои обустраивают, солонцы обязательно. Очень плотная борьба с браконьерами у нас. И как результат хорошая плотность, хорошая численность животных. Год от года она растет, что подтверждают учеты, которые проводятся в нашей Академии наук, Институтом зоологии. В год мы изымаем от 2 до 4 старых самцов, уже вышедших из репродуктивного возраста, не участвующих в размножении. Горы занимают значительную часть территории Узбекистана и являются одной из самых главных достопримечательностей страны. Горные ландшафты отличаются большим разнообразием. Одни хребты поражают своей красотой за счет сказочных лесов и зеленых долин, в то время как другие представляют собой засушливые скалистые вершины со множеством узких ущелий. Эта охота, как и некоторые другие редкие трофейные охоты, характеризуется большим количеством участников, и каждому отведена своя важная роль. Например, среди участников может находиться представитель природоохранных структур государственной власти, который следит за тем, чтобы охота проходила в рамках закона. Первый день, первые часы. Обычная адаптация, разблокировка памяти мышечной. Сейчас ноги разомнем. Переключим дыхание с городского на горное. Будет полегче. Мархура проводники уже обнаружили. Такая коллективная охота. Животных для добычи выбирают квалифицированные егеря. Они главные эксперты в оценке трофея в природных условиях. Их задача — обнаружить старого трофейного самца. Животное солидного возраста, даже обладая выдающейся генетикой, уже не оставит здорового потомства, и его изъятие из природы не окажет негативных последствий для популяции. Ну, ребята наблюдают сейчас. Хороший мархур вроде есть. Нам нужно подняться на вот этот холм, и оттуда уже будет видно. Может быть, даже оттуда мы сможем стрелять. Дистанция будет небольшая. С нами новый горный охотник. Посмотрим, насколько фартовый. Винторогий козел населяет крутые склоны ущелий, скалы и обрывы на высоте от 500 до 3500 метров. Угодья для трофейной охоты на мархуров представлены обрывистыми каньонами, высота стен которых местами составляет несколько сотен метров. На труднодоступных карнизах этих каньонов и расположены основные места обитания мархуров. Процентов 80 от всей охоты занимает осмотр в бинокль окружающих склонов. 760 метров получается. Прям на 12 часов от нас большая темная елка есть, Дракула. Направо от него метров 30-40. Там вот цепня, и в цепне деревья какие-то. Вот заметить винторогого козла на фоне скал очень сложно. Благодаря своей окраске он полностью сливается с окружением. Есть один мархур. На 600 метров стоит. Но надо еще посмотреть, может быть, что-то есть. Еще понаблюдать, только началась охота. Винторогий козел или мархур – парнокопытное млекопитающее из рода горных козлов. Мархур – обладатель удивительной формы рогов, закручивающихся наподобие штопора. У самцов рога достигают 1,5 метра в длину, рожки самок всего около 30 сантиметров. Еще одна отличительная черта винторогого козла – подвес из удлиненных темных волос на шее и груди. Вот это большой, его надо стрелять. Который ты говоришь, да? Который, да, сейчас. Ну, тогда пойдем туда. Большой, да. Большой старый самец.
Левее на другом склоне каньона находилась еще одна небольшая группа мархуров. Самки, ягнята и старый самец. Он лежит неподвижно между деревьями, и его очень сложно разглядеть, потому что цвет он сливается. Сейчас отсюда обойдем, чтобы они нас не видели. Поднимемся чуть-чуть. Почти оба одинаковые, почти. Да. Он вышел. После продолжительной визуальной оценки егеря пришли к выводу, что оба самца обладают подходящими трофейными качествами. Почти оба одинаковые, почти. Да. Да. Здесь, которые то почти одинаковые. Давай туда посмотрим. Тут вроде побольше, на склоне. Его достать будет легко. А тут может упасть. Они разбиваются, когда сильно падают. Весь трофей, здесь должен быть весь трофей сохраненный. И шкура, и все остальное. Потому что мы его в музей поставим. Это первый мархур мой. Надо ответственно подойти. Плюс ветер, видишь? А наш? Наш мархур, да. Судя по окрасу, козел, находившийся левее и ниже, был старше. Голова только торчит у него. Раз, два и кончен. Ну да, такой нормальный. Да. Название мархур происходит от персидских слов «мар», что переводится как «змея», и «хур» — «поедающий». Это связано с верованиями жителей Афганистана и Таджикистана в то, что винторогий козел намеренно разыскивает змей и поедает их. Кроме того, считалось, что мясо этого животного способно нейтрализовать действие змеиного яда. Рук немножко сломан. Да, у него правый рук сломан, а левый длинный совсем. Длинный. Вот у врага красивые. Ну, короче, мне кажется. Короче, там молоток. Что тогда-то этого будем смотреть лучше? Это 10 лет. Вот этот. Ничего, наверное, около 9, что ли. Сколько кабардазен? А я окрас у этого светлый. Олеги. Кто Олеги? Ты такой момент. Потом вот здесь вот. Я вижу. Здесь самка стоит. А вот тут. Козленок. Да, а вот тут стоит. Вот лежит самец большой. Такой большой прям. Во время подготовки к выстрелу самец поднялся на ноги, но, как оказалось, только для того, чтобы тут же улечься на другое место. Мархур был абсолютно спокоен и не предпринимал никаких попыток уйти, хотя егеря утверждали, что он знает о присутствии людей. Стрелять предстояло через продуваемый порывистым ветром каньон. Прошло более часа, но мархур, похоже, и не думал подниматься. Дистанция составляла 550 метров. Угол наклона плюс 7 градусов. Поправки были давно просчитаны и учтены. Все ждали только одного, когда мархур наконец встанет со своей лёжки. Для этого Бехрус предложил спугнуть животное, отправив к нему одного из своих людей. В конце концов, от этой идеи все же решили отказаться. Спустя еще 10 минут охотник решает стрелять. Как ни в чем не бывало, мархур вскакивает на ноги и исчезает за скалой. Похоже, что пуля прошла выше, не задев животное. Выше? Да, что-то выше. При просмотре замедленного повтора определить попадание также не удается.
Теперь остается только ждать, внимательно наблюдая за тем, где появится самец. Да, наверное, лег он там. Почему ты думаешь, ты выше? Прошила его, видать? Да, скорее всего. Это мне так кажется, или может насквозь он прошел? Не, он прошел, Насквозь. скорее всего, что он... Выше? Я не заметил, я что-то дернулся. Спустя 3 минуты Мархур возвращается на то же место. Он вышел. Вышел. Да, вижу. Видите? Лево попал. А? Лево. Вторая пуля врезается в скалу прямо перед самой мордой Мархура. Самец продолжает уходить. Но вдруг внезапно останавливается. Я не вижу его. Не, все попали. Несколько секунд он стоит, пытаясь удержать равновесие, Вот рога у него. а затем срывается в пропасть. Готов. Отлично. Готов. Там первым выстрелом попал, видать. Он ушел, полетел. На момент падения Мархура отчетливо видны последствия попадания. Как оказалось, именно первая пуля пришла в цель. Сила и выносливость горных животных не перестают удивлять. Будучи смертельно раненым, горный козел способен уйти на значительное расстояние. Отличный выстрел. Я думаю, и трофей будет достойный. Но видно, что он старый. То есть за 10 лет. А тот, ну, явно он рыжий еще. Да, на 8 лет, может быть. Удача твоя. Идет у тебя все как по маслу. Я тебя возьму как-нибудь на охоту. В Непал куда-нибудь. Бухарский Мархур добыт. Команда добралась до трофея за 40 минут. Все состоялось. Слава богу. Я очень рада, все живы-здоровы, кроме него. Ну, мы за этим и шли сюда. Поэтому муж у меня молодец, как всегда. 10 лет. Он бы прожил еще максимум, может, год. Это мой первый Мархур. С полем. Спасибо. Поздравляю с трофеем. Прекрасный трофей, старый. Абсолютно ноль ущерб для природы, но сохранение для популяции. Мы занимаемся природосберегающей трофейной охотой, которая позволяет сохранять эту популяцию и приумножать ее. Это хорошая финансовая подпитка для того, чтобы хозяйство развивалось и для наших потомков вот такие красивые, уникальные животные были сохранены. Спасибо. Спасибо всей команде. Команда великолепная, профессиональная. Все показали. Мне даже было очень сложно увидеть. Спасибо. Сегодня в Узбекистане частными компаниями ведется работа по созданию питомников для разведения диких редких животных, а также по устройству охотничьих хозяйств. Своим приоритетом они ставят увеличение поголовья редких животных, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан. Добыть великолепный трофей бухарского Мархура охотникам удалось в первый день охоты. Поздравляю. Спасибо. Молодцы. Я только стрелял. Это... Как всегда, за полчаса. Надо вовремя клетку утром открыть и выпустить их, чтобы они были. Да, вовремя. Надо правильно все замерить. Особенно на такую маленькую цель. Нередко рядом с группами мархуров можно наблюдать другой вид копытных, также представляющий большой интерес для трофейных охотников. Часть вторая. Бухарский уриал. В связи с тем, что уриал является объектом охраны и находится под угрозой исчезновения, охота на этот вид также регулируется строгими правилами и нормами, включая ограничения на количество выдаваемых разрешений и определенные охранные мероприятия. Очень важно для животных иметь доступ к воде, для того, чтобы животные могли пить. Лето в Узбекистане, оно очень жаркое и засушливое. У нас бывает так, что нет осадков, поэтому наши егеря, они находят эти природные родники, раскапывают их и
делают что-то наподобие маленьких бассейнчиков бетонных, где собирают эту воду, и оттуда животные пьют. После обеда команда отправляется в другой каньон. Утром мы взяли махура на 555 метров, вернулись на базовый лагерь, вкусно поели алагман, такие фрукты местного выращивания. Сейчас пойдем вот в этот распадок смотреть Уриала. Животное по габаритам своим процентов на 30 меньше. Это вторая позиция в Узбекистане. Всего их 4 горных позиций. Махур, Уриал, Козерог и Баран Северцева. Вообще не устала ни капельки, честное слово. Самое главное, что мне нравится воздух. Ты отдыхаешь, наслаждаешься и радуешься за мужа. Внизу можно увидеть сетку. Вот этот распадок мы сеткой закрыли еще 4 года назад. Вся эта территория использовалась для выпаса домашнего скота. С поселка люди гнали скот, коров, баранов. И здесь не было ни травы, ни животных диких. Практически ничего здесь не было. На сегодняшний день здесь вот можно просто сесть и визуально легко насчитать 200 мархуров. В литературе описываются случаи, когда мархуры и уриалы образуют общие группы. Питается. И с этой стороны тоже. Вот тут, вот все. Вокруг. Они туда переходят, оттуда сюда переходятся. Дальше уходят. Появились и дикобразы, и мархуры, и уриалы. Очень много кекликов у нас здесь стало летать. Как-то так. Прессинг домашних животных исчез, и появились дикие животные на своей исторической территории, сразу восстановились моментально. То есть 4 года – это довольно такой короткий срок для того, чтобы популяция восстановилась. Кормовая база появилась. На одном из склонов замечен одинокий самец. Рога самцов бухарского уриала могут достигать длины 100 сантиметров. Егеря высоко оценивают трофейные качества этого самца. Но он там. Вижу. Сколько? 560. 560. Для охотника это вполне рабочая дистанция. Туда перейдем на камень. Да, давай. С этой точки противоположный склон просматривается отлично. Нужно только занять устойчивую позицию для стрельбы. Отсюда дистанция составляет 505 метров. Пока охотник готовится к выстрелу, уриал продолжает спокойно пастись. Судя по всему, он не собирается уходить. Бухарский уриал имеет относительно небольшие габариты, в отличие от других горных баранов. Соответственно, зона поражения у этого животного также существенно меньше. Чтобы попасть в убойное место диаметром 20 сантиметров, нужно внимательно все рассчитать. Помимо точного замера дистанции, нужно учесть направление и скорость ветра, высоту над уровнем моря, температуру, давление и влажность воздуха. Уриала нужно будет поразить первым выстрелом, так как второй попытки может и не быть. Выбранная стрелковая позиция оказывается неудобной, и качественно вложиться в выстрел здесь не получится. Заняв новую позицию, нужно вновь замерить дистанцию и угол наклона.
Все расчеты сделаны. Теперь нужно лишь выбрать правильный момент. Готов? Происходит промах. Пролетев в паре сантиметров над Уриалом, пуля врезается в скалу. Она проходит настолько близко, что оставляет высечку на шерсти животного. Снова мимо. Вторая пуля попадает правее. Не попадаю? Нет. Правее бьет. Чуть-чуть левее возьми. Где он? Там на том же месте. Лево. Там практически, где вы стреляете. Я не могу понять, что происходит. Сейчас я дистанцию. Я давал его. Где он? Вот на камне. На камне, где стреляли. Там же. Не вижу. 458. 458? 458. Да, 458. Там же вниз спускается. 458? Да. 456. Все вижу. Третья пуля бьет точно в цель. 480 я мерю, а 456. Проанализировав выстрелы, охотники пришли к выводу о причине промахов. Вероятно, ошибка произошла во время замера дистанции. Похоже, что дальномер отбил расстояние не до Уриала, а до скалы позади него. Эти несколько метров и стали причиной лишних кликов в вертикальной поправке. На самом деле, это очень легко ошибиться в таких замерах. А скала дальняя 480? Да, как раз 480. Ну ладно, это все с опытом нарабатывается. Бухарский Уриал добыт. Остается только забрать трофей. Он меньше пакистанского. Да, вот видишь, старый, да. Видишь, дистанцию правильно дали. Ровно лопатку прилетел сразу. Надо правильно все замерять. Особенно на такую маленькую цель. За один день 2 трофея очень круто. И я готова на 3-й трофей. Но темнеет. Поэтому не будем. В один день взяли 2 трофея. Мархура до обеда, после обеда Бухарского Уриала. Охота оказалась такая быстрая, но комфортная. Комфортная по погоде, по ландшафту, по сложности довольно комфортная. И в целом по условиям пребывания, питания, все очень на высоком уровне. Можно приезжать с семьей даже, с женами, с подругами, с друзьями, отдыхать, получать удовольствие и сохранять своим приездом такую красивую природу. Ведь каждый трофейный охотник вносит свой вклад в сохранение животного мира. Спасибо. Спасибо команде всей. Спасибо. Хорошая работа, хорошее хозяйство. Молодцы, что сохраняете столь красивый подвид дикого копытного. Очень приятно было познакомиться с этой страной. Трофейная охота и охрана природы – понятия, неразрывно связанные между собой. Настоящая трофейная охота всегда осуществляется в рамках закона. Ее смысл в добыче старого самца, обладающего достойными трофейными качествами. Такой самец, как правило, уже не оставляет здорового потомства, и его отстрел не нанесет вреда популяции.
В свою очередь, высокая стоимость таких охот мотивирует сообщество заботиться о благополучии вида, а также позволяет финансировать охрану этих животных от браконьеров, которые охотятся на молодых особей из-за мяса или шкур. Кому-то этот вывод покажется неэтичным, но факт остается фактом. Без трофейных охот охранять редкие виды животных просто невыгодно. Как во всем, есть начало, есть завершение. Те финансы, которые были уплачены за организацию охоты, послужат организации тех же рабочих мест. Здесь вот в этом хозяйстве работает порядка 15 человек, которые трудоустроены, которые встречают гостей, организовывают весь быт и само непосредственно охоту. Очень приятно было познакомиться с этой страной. Я первый раз в Узбекистане. Надеюсь, это будет не крайняя наша поездка. Мы уже запланировали одну поездку. Там у нас осталось 2 позиции по барану Северцеву и Козерогу. Думаю, что в ближайший следующий год мы прибудем снова в эту гостеприимную страну. Иран — это высокая подготовка и организация охот. Я вот сколько лет охочусь в Иране, за лет 10 я первый раз волков увидел сегодня. Иран — это по количеству трофеев горных 2-е место после России. Excellent. Сюда всегда приятно возвращаться. 3-й раз по этой причине мы здесь.